Привет, это Тостер, у нас много интересного о домашней технике. Потому что реальные обзоры и тесты. В этом видео я расскажу о сплит-системе Royal Klima Grid. Почему именно о ней? Я не собираюсь скрывать, что этот ролик у нас формата «Нам позвонили ребята из Royal Klima и попросили рассказать об их сплит-системе». То есть коммерчески. Но нужно понимать, любое видео у нас на канале обязательно несет полезную информацию. Причем, как правило, немало такой информации о технике и технологиях. Смотрите, к лету мы с вами начинаем активно задумываться о кондиционере. Потому что вспоминаем жаркие деньки, как хорошо было в гостях у мамы или у друзей, у которых есть кондиционер. Не жарко, черт побери, было, а дома, когда жара. Прямо скажем, не очень. В общем, я рад, что мы делаем это видео еще и потому, что в нем я расскажу о реально интересной сплит-системе. Мы близко познакомимся с Royal Klima Grid, разложим все про нее по полочкам, чтобы стало реально понятно, почему, собственно, я отношу этот кондиционер к интересным для пользователей. Если что, все нужные ссылки в описании видео. Эстетика. Пока я буду дальше доносить мысль, вы просто смотрите на Royal Klima Grid. Пусть у вас сложится свое мнение о дизайне. Так вот, кондиционер покупается не на сезон, а надолго, поэтому в смысле дизайна, на мой взгляд, основная задача не удивить и даже не привлечь внимание, а наоборот быть, не слишком заметным, таким универсальным и максимально вписаться в интерьер. Но при этом все должно соответствовать сегодняшним представлениям о дизайне, не выглядит как-то архаично, что ли. Мне кажется, что современный минимализм сплит-системы грида — это реально самое то для очень многих интерьеров. Мягкие сглаженные линии, ничего лишнего, даже дисплеи на панели внутреннего блока скрыты, не супер яркие. Вроде есть, но не отвлекаешься на него. И его можно отключить, если, например, вечером вам покажется, что его свет вам не заходит, мешает. Напишите в комментариях, что думаете о дизайне Royal Klima Grid. Я начал говорить о лете с кондиционером, а значит, по большей части имелось в виду, работа кондиционера в режиме охлаждения. Логично. Но вообще-то летом, а еще весной, осенью может стать прохладно, а отопления нет. И тогда пригодится режим обогрева. Он предусмотрен. В определенных ситуациях в помещениях с повышенной влажностью, во влажном субтропическом климате, если вы живете в Сочи, например, выручит режим осушения воздуха. Можно использовать кондиционер и в режиме вентиляции, когда воздух будет просто прогоняться через внутренний блок и распределяться по помещению. Кстати, о воздухе и его распределении. Сплит-системы Royal Klima Grid дают возможность выбрать любое направление воздушного потока. Помимо распределительных жалюзи, с помощью которых регулируем направление, здесь еще целых 7 скоростей работы вентилятора. Это все комфорт выбора интенсивности работы кондиционера, того же охлаждения, по ситуации. Когда-то нужен мягкий обдув, а когда-то и интенсивное охлаждение, таким экспресс-методом. Бывают ситуации, когда надо быстро охладить комнату. Пришел с работы, а жара, тогда врубаем режим турбо и за считанные минуты получаем комфортную температуру. Полезным воздушным настройкам я бы отнес еще и режим iFeel. Тут смысл в том, что датчик температуры есть не только во внутреннем блоке, но и в пульте дистанционного управления. Когда этот режим активен, кондиционер ориентируется на данные с пульта. Если расположить его рядом, то мы получим комфортный микроклимат именно там, где мы находимся. Например, сидим на диване, пульт рядом. Особенно актуально использование функции iFeel может быть, когда помещение большое, имеет сложную форму и разные температурные зоны. Например, в глубине комнаты может быть прохладно, но при этом рядом с панорамным окном на солнечной стороне, наоборот, может быть очень жарко. Или в прохладное время у балкона из-за теплопотери может быть холоднее, а в глубине комнаты наоборот теплее. Тут еще важно, чтобы внутренний блок и пульт управления всегда находились в прямой видимости, чтобы не было помех для передачи данных с пульта.
Одна из значимых и важных фишек Royal Clima — технологии очистки воздуха. Причем тут слово «технологии» не преувеличение. Для того, чтобы воздух становился чище, во внутреннем блоке есть генератор холодной плазмы. Как это работает? Объясняю. С помощью высокого напряжения на электродах вырабатываются отрицательные и положительные ионы. Они разрушают белковую оболочку бактерий и вирусов и, по сути, превращают их в воду. Эти частички воды адсорбируют, то есть поглощают оставшиеся загрязнения, пыль, пыльцу и прочее. В воздухе на самом деле много чего болтается. Попадают в конденсат на теплообменники и затем удаляются через дренажную систему. А еще отрицательно заряженные ионы нейтрализуют запахи и вредные газы. Плюс, в определенных объемах, в принципе, они благотворно влияют на самочувствие человека. Важно не путать генератор холодной плазмы с обычной ионизацией. У Cold Plasma есть ряд преимуществ. Не образуется магнитное поле, воздух проходит антибактериальную обработку и пыль не летает по всему помещению. Воздух, благодаря воздействию холодной плазмы, становится чище и даже свежее, но нужно понимать, что сплит-система — это не отдельный очиститель воздуха с мощными HEPA-фильтрами. И не надо в плане очистки ждать каких-то суперрезультатов. Если живете рядом с трассой или промышленным объектом каким-то, то все-таки рекомендую подумать именно об отдельном решении по очистке воздуха. Это может быть классический очиститель воздуха или приточная вентиляция с очисткой. Кстати, я как-то много рассказал о холодной плазме, потому что интересно. А вообще-то для крупной пыли, шерсти, пуха тут есть противопылевой фильтр, причем здесь он такой повышенной плотности. Он, конечно, тоже способствует очистке воздуха внутри помещения, да и срок службы кондиционера такая защита от пыли увеличивает. Меньше загрязнений на теплообменнике, более высокая эффективность работы кондиционера. Если противопылевые фильтры кондиционера нужно периодически очищать самостоятельно, то для теплообменника внутреннего блока есть функция самоочистки с замораживанием. При ее активации на теплообменнике намораживается слой инея, и вместе с ним, фиксируются частички загрязнений. Далее при нагревании иней интенсивно оттаивает, а все загрязнения вместе с водой выводятся через дренажную систему. На финальной стадии теплообменник высушивается. Благодаря этой функции теплообменник, он всегда будет чистым. А чтобы из-за влажности не было плесени во внутреннем блоке, тут есть специальная функция антиплесень. Достаточно всего однажды ее активировать, и каждый раз после выключения кондиционера теплообменник будет автоматически просушиваться в течение 15 секунд. В итоге он сухой и чистый, и ничего ненужного из кондиционера по помещению не рассеивается. Для кондиционера очень важно быть тихим, особенно если он работает длительно, если установлен в спальне или в помещении, где постоянно находятся люди. Понятно, что на максимальных режимах мощности его слышно, но, во-первых, все равно не такой уж он громкий, но послушайте, это режим турбо. Реально не оглохнешь от него. И вообще в режиме турбо обычно кондиционер же работает недолго, да? Так что давайте переведем его в средний режим и послушаем, как он работает на средних оборотах. Тоже практически не слышно, и тише, естественно, чем в режиме турбо. И дальше из среднего режима переходим в самую минимальную интенсивность. Я сейчас поговорю шепотом, чтобы вы понимали, что его практически не слышно, и я даже громче говорю. Вот минимальный режим работы. Реально, я шепотом говорю даже громче. И когда мы говорим о шуме от кондиционера, мы обычно имеем в виду, конечно, внутренний блок. Но вообще-то не менее важна и тихая работа наружного, если это многоэтажка, и не менее важно, если частный дом.
И вот на той же стороне дома, где наружный блок, там, например, перед домом, барбекю-площадка, зона отдыха какая-то, терраса, там, детская площадка, шум от работающего наружного блока будет мешать отдыхать. Но у грида наружный блок тоже очень тихий за счет дополнительной виброшумоизоляции и аэродинамической формы лопастей вентилятора. У такой формы, кстати, есть еще один плюс. Это позволяет снизить уровень энергопотребления. Что еще интересного и полезного есть в сплит-системе Royal Clima-Grid? Ну, вообще-то есть кое-что. В режиме Sleep постепенно происходит небольшая корректировка температуры в сравнении с установленной, что, исходя из различных исследований, способствует такому комфортному сну-отдыху. При этом, конечно, кондиционер работает тихо на минимальной скорости. То есть и отдыхать в этом случае хорошо, и электроэнергия экономится, ну что тоже неплохо. У этих сплит-систем, кстати, вообще класс энергоэффективности высокий А. Это означает, что они весьма экономично расходуют электроэнергию, даже если сутками работают, вот как летом бывает. Этому в немалой степени способствует, конечно, современный такой энергоэффективный компрессор марки Gree. Режим дежурного обогрева. Кондиционер в этом режиме поддерживает +8. И, как вы понимаете, режим супер актуален для владельцев загородных домов. Вот уезжаете из дома, там надолго, можно отключить отопление и все приборы, кроме кондиционера. И кондиционер будет поддерживать в комнате, помещении минимально необходимую температуру, чтобы не заморозить дом. Трубы не замерзнут, штукатурка не отвалится, вода в водонагревателе опять же не замерзнет. Исключается переохлаждение комнат. Ну, круто же! Функция Smart Defrost – умное оттаивание. Если кондиционер долгое время работает в режиме нагрева, то на теплообменнике наружного блока начинает образовываться иней или даже лед. Чтобы убрать этот лед, кондиционер самостоятельно включает интеллектуальный режим оттаивания. Это позволяет работать в режиме нагрева до минус 15 градусов при температуре и не бояться, что с кондиционером что-то случится. Есть еще таймер, казалось бы, простая штука, но какая удобная. Можно задать время работы кондиционера и не беспокоиться, например, что забыл его выключить, или настроить нужное время включения, чтобы получить комфортную температуру к определенному моменту, например, к возвращению с работы. Удобно. Так, ну если есть кондиционер, то есть и тот, кто им пользуется. Стас, привет. Привет. Собственно, это твой пульт, это твоего кондиционера. Спасибо. Слушай, ну скажи вот 3 главных момента, которые тебе заходят прямо в этом кондиционере. Что нравится? Мне нравится функция iFeel, Так. когда я сажусь в другую часть комнаты, за рабочий стол, и настраиваю нужную температуру. Датчик температурный установлен непосредственно в самом пульте, и он не ориентируется, насколько я понял. Так, что еще? Здесь есть возможность регулировать скорость вентилятора. Есть 7 скоростей вентилятора. То есть выбирать, насколько тебе нужен, там больше обдув, меньше обдув, да, естественно. Да, действительно очень круто. И мне нравится очистка воздуха. Холодная плазма. Да, как я понял, да. Я чувствую, что становится свежее. Свежее. Слушайте, ну супер, я тебя поздравляю с таким кондиционером. Вот по функциональности и стоимости тебе норм? Да. Ну отлично, спасибо. Хорошо тебе пользоваться и дальше этим кондиционером. Спасибо. Ну вот так, я со своей стороны могу сказать, что за ту стоимость, которая на момент съемки актуальна для этой модели, вариант реально отличный. Не переплачиваешь. И есть все, что должно быть в современной сплит-системе, и мне кажется, даже больше. Вспомните Cold Plasma, 7 скоростей вентилятора, работу на охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, антиплесень. Навигация по видео позволит вернуться к любой особенности этой сплит-системы. Royal Clima-Grid тостер рекомендует и на лето, и на осень, и на весну, да даже на зиму. До минус 15 же эта сплит-система работает на обогрев. Напомню, что есть модели разной мощности для помещений разной площади. А еще вот эта сплит-система — это формат on-off. Но есть и инверторные модели грида, они покруче прежде всего по классу энергоэффективности. Ну и, соответственно, немного подороже. Все актуальные ссылки внизу в описании видео. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и чем нам с вами полезна. Лайк, шер, подписка на канал, за это спасибо.
На сайте Toster.ru, а также в нашем Яндекс.Дзене или в телеграм-канале Тостер еще больше интересного про дом и быт. Не только наши видео. Заходите и туда. До новых обзоров и тестов. Пока.